Все говорят, что нейросети скоро заменит трейдеров, что вообще нейросети скоро заменит многие профессии, многие специальности. Я решил не гадать, я решил попробовать столкнуть лбами 3 самые популярные нейросети. Первый — это всем известный ChatGPT, о котором сейчас, в принципе, все говорят, и который уже давным-давно уже не новое изобретение, которым многие уже пользуются. Использовал также китайский DeepSeek и наш отечественный Яндекс.ГПТ. Я буду давать им совершенно одинаковые задания. То есть я каждого из нейросети буду скармливать одинаковый промпт, буду одинаково обучать и буду одинаково с ними общаться. И посмотрим, какая из нейросетей какие результаты мне будет выдавать. Кто из этих нейросетей король кода, узнаете уже через несколько минут. Результат, на самом деле, меня очень сильно шокировал, потому что одна из нейросетей частично отказывалась писать код. Она написала даже не тот код, который я хотел. Что-то сделала, но совершенно не то. Другая нейросеть, показала хороший результат, на самом деле хороший результат. И одна из нейросетей показала просто бомбезный результат, в принципе, который я и хотел увидеть. Я хотел увидеть этот результат, но в нем есть некоторые нюансы. Сейчас мы сразу начинаем данный ролик, поэтому с тебя, как всегда, лайк авансом, подписка на канал, все ссылочки находятся в описании под видео. И все, что я показываю в данном ролике, можно найти у меня в телеграм-канале. Все промпты, все, что я здесь создавал, в целом можно найти в описании под видео. А ботов, которых я создавал, размещу у нас как раз-таки название этих ботов у себя в телеграме, и каждый из наших партнеров сможет им воспользоваться. Просто протестировать или же улучшить, или же убить вообще данную стратегию, и в целом провести свой эксперимент. Поэтому погнали. Какая вообще суть? То есть промпт должен быть обязательно одинаковый для всех. Для чего? Для того, чтобы объективно оценивать и смотреть результаты, которые нам дает нейросеть. То есть что она нам говорит, как она нам отвечает. То есть качество ее работы будем проверять. Естественно, я просто физически не смогу уложиться, сразу открывать ролики, сразу же тестировать. Я буду делать тесты, проводить каждой из стратегий на основе нашей песочницы, то есть на основе сервиса Spectra Charts. То есть это графики, специально созданные для бинарных опционов. То есть прямо сюда, на этот сайт буду вставлять код и буду смотреть, как происходит отработка каждой из стратегий. Чтобы было более объективно, мы будем смотреть основные какие-то валютные активы. Конкретно на реальной бирже, не OTC, а именно реальные биржевые активы. И мы будем сравнивать результаты на них. У кого сколько плюсов, у кого сколько минусов. И все это буду показывать в этом ролике. Почему я буду использовать сервис как раз таки для теста стратегий? Для того, чтобы не рисковать реальными деньгами, во-первых. Во-вторых, физически я не смогу провести объективную и правильную анализ сделок, то есть не смогу открывать в одно время на нескольких аккаунтах сделки, чтобы прям идентично все повторить. У нас есть здесь, у нас будет в коде встроенный тестер стратегии. Во всяком случае, у меня в планах обучить нейросети, чтобы они создавали такой тестер. И мой промпт это умеет делать. То есть, который я уже создал в платной версии, в правильной версии, так скажем, Gemini. Здесь же я буду просто скармливать этот промпт и будем смотреть, что у нас на выходе получается. Кто-то, возможно, сможет создать, кто-то не сможет из нейросетей создать правильный код, кто-то, может быть, вообще откажется. Я пока даже не представляю. Скоро мы об этом узнаем. И сейчас самое главное, мы будем прямо сразу приступать. У меня уже открыта Alisa AI, это то есть Яндекс.ГПТ тот же самый. И все, самые главные, нейросети на бесплатном тарифе. Видим, что опция Alisa Plus у меня не подключена, то есть сейчас бесплатный тариф. Переходим на DeepSeek, также совершенно бесплатный тариф. Переходим в настройки, смотрим профили, или где у нас здесь, я даже не знаю, где здесь на самом деле показывается платный и неплатный тариф. В общем, можете написать в комментарии, кстати, где здесь смотреть, но у меня точно здесь бесплатный тариф, я вообще редко DeepSeek пользуюсь, у меня даже чат здесь я чистил, все пустое. И ChatGPT, тоже бесплатный тариф, предлагает перейти на Go. С чего начнем? Начнем с обучения. А обучать я буду на основе нашего готового промпта. Перехожу в Pocket Signals, открываю блок, перехожу в раздел Spectra Charts. Здесь есть разные варианты, то есть можно создавать свои осцилляторы, то есть создаем осцилляторы для Spectra Charts в отдельном окне под графиком. Нам это не надо. Создаем виртуальный инструмент для Spectra Charts с отрисовкой линий поверх графика. Нам линии ни к чему. Нам нужны только сигналы Buy Sell, значит мы выбираем третью инструкцию создания бота с сигналами.
открыл данную инструкцию, спускаемся ниже, видим здесь инструкция, с чего начать, то есть вы можете совершенно бесплатно перейти на этот сервис, он открыт для всех, и просто посмотреть, как создаются боты. То есть это несложные, простые инструкции специально для ГПТ, то есть для того, чтобы в ГПТ создать стратегию. Также эти промпты можно использовать для обучения других нейросетей, но лично я не пробовал обучать другие нейросети, поэтому в этом ролике именно этим мы и занимаемся. У нас есть обучение ГПТ, промпт плюс каркас бота. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. Все, ничего нету. Все, одна инструкция, ничего сложного. Нажимаю развернуть код, затем копировать код. Начинаем все с обучения нейросети. Сейчас давайте мы сделаем прямо сюда, вставляем промпт, просто вставляю в Яндекс.ГПТ и отправляю. То же самое я прямо сейчас делаю в DeepSeek. У меня везде вошел в аккаунты под VPN, потому что без VPN не все нейросети работают, к сожалению. К счастью, Яндекс.ГПТ работает через VPN тоже, как и остальные, то есть мне не придется переключать что-то куда-то, выключать и так далее. Видим, Яндекс уже говорит: все понял, жду дальнейших команд. Замечательно. DeepSeek. Я все понял, готов к изучению представленного кода и буду выполнять дальнейшие команды по его модификации. Замечательно. И ГПТ, что нам отвечает? ГПТ нам пока что молчит на самом деле. Интересно, да? Ну все, я так понимаю, я попросил здесь в промпте ничего мне не отвечать, вот она мне ничего не отвечает. То есть если другие хоть дали какую-то команду, ГПТ просто молчит, четко исполняет. Давайте начнем с Яндекса. Я сейчас прямо пишу сюда промпт, чтобы мне нейросеть придумала стратегию, и мы будем продолжать. Я написал такую задачу: придумай мне лучшую стратегию для бинарных опционов с большим количеством сигналов и наилучшей проходимостью на таймфрейме 1М с экспирацией 1 минута. Используй минимум 2 индикатора. Дай мне простую и понятную логику в формате сигнал buy. Логика открытия сделки, сигнал sell, логика открытия сделки. Давайте, наверное, сделаем более правильно. Мы не будем скрещивать конкретно именно задачу вместе с построением ботов. Давайте я сейчас разделю на разные чаты и сначала перейдем как раз-таки, то есть мы здесь уже чат обучили первый, мы создадим новый чат и в нем уже попросим создать нам стратегию. Затем логику стратегии мы будем переносить уже в данный чат и просто скармливаю сюда. Аналогично прямо сейчас повторяем в DeepSeek. Новый чат создали, отправили. Все, у нас это уже второй чат создан. Аналогично в ГПТ я вам чаты не показываю, просто у меня там когда-то он был платный, этот аккаунт. Я ушел с платного ГПТ, перешел на Gemini. И здесь я просто не буду все вам показывать, буду просто переключаться между нужными веточками. Все, попросил создать, и теперь я перехожу только в формат Яндекса и показываю, как это работает. Прямо сейчас все только работа по Яндексу идет. Посмотрим, прямо интересно, любопытно. ГПТ оставим на последнее, на самое вкусненькое, потому что она все-таки более качественно должна отрабатывать, я так считаю. Видим, Яндекс уже нам придумал стратегии для бинарных опционов, туда и сюда. Все читаем, можете на экране посмотреть. Сам промпт можете также, кстати, у нас посмотреть прямо с экрана, прочитать, что здесь за промпт. То есть вот основа его. Далее идет как раз-таки код. Обучен на MACD кроссовер, то есть это пересечение линии MACD. Перешел в Яндекс. Давайте я теперь просто беру данную стратегию, копирую. Затем перехожу в чат предыдущий, в котором мы обучали как раз-таки написание кода бота. Убираем лишние примечания. Давайте быстро глазами. Есть. Отличненько так проверяем условия сигнал buy. Все, замечательно. Больше нам ничего не надо. Никаких примеров сигналов, ничего нам не надо. Потому что мы уже заранее обучили нейросеть. То есть все, что нам надо, это как раз-таки какие индикаторы используются, условия входа. Сигнал buy. Что происходит в этот момент? Сигнал sell. Давайте отправляем и дожидаемся. Смотрим, что же нам нейроночка напишет. Она сразу, кстати, хочу заметить, я много пишу ботов через Gemini, писал до этого через ГПТ. ГПТ очень долго думает на любом тарифе. Она очень долго думает, ты ей отправляешь задание, она, я не знаю, там может минуту, может 5 минут думать, только потом начинает выдавать код. Яндекс пока чем нравится, он уже сразу же моментально начал выдавать готовый код. Кстати, если вам нравится такой формат видео, такого тест-эксперимента, можете написать в комментарии, обязательно лайк, кстати, я тоже пойму, что вам нравится. Обязательно пишите в комментарии, стоит ли какую-нибудь еще нейросеть протестировать, например, там от GigaChat, от Сбера, например, Qwen и какую-то еще взять третью нейросеть и сравнить их, что они нам выйдут по данным промптам. Отлично.
у нас Яндекс что-то написал. Единственное, что я уже вижу, Яндекс написал короткий код, но ничего не пишет. Давайте смотрим, способны ли Яндекс выдавать что-то действие, такое, так скажем, результативное. Копирую код, но я уже вижу, что он просто короткий. Он только статистику вместил, никакой стратегии здесь я просто элементарно не вижу. Давайте, попробуем, раз она нам выдала. Нажимаю у нас в песочнице, так скажем, в нашем инструменте «Создать бота». Просто вставляю сюда код. Вставил, нажимаю «Проверить». Все, в модуле не найден бот мета init.fn после компиляции. Давайте мы прямо копируем вот эту ошибку и отправляем в Яндекс. Будем немножечко пытать. Да, надо так делать, если нейросеть нас не понимает. Извините, мы в каком веке живем, в каком году живем, в 25-м году, если нейросеть не будет понимать, это печально, я скажу вам, это печально. Пока что вот вижу экспорт const мета параметр нам задает, пишет сразу моментально. Но, видимо, есть какое-то ограничение в символах. Возможно, это из-за того, что у меня бесплатный тариф. Проверяем все на бесплатке. Все делаем объективный тест, а раз везде у нас бесплатка, тестируем бесплатку. Если хотите, чтобы протестировал на платной версии, также пишите в комментах, стоит ли мне тестировать платные версии. У меня есть аккаунт Яндекс.ГПТ платный тариф, но я там вообще не работал, честно. Я эту Алису не запускал, я только слышал от всех, что Алиса, которые не дописывают код. Все, она остановилась. Давайте попросим вот так, продолжи писать код. Написал «Продолжи писать код с места, где ты остановилась». Вот она продолжает. Возможно, нужно так с ней работать, кстати. Посмотрим. На самом деле очень интересно, потому что я говорю, вот первый раз Алисой AI пользуюсь. Максимум, что я делал, это, наверное, Алису на мобиле запускал, там какие-то вопросы я банальные, примитивные задавал. Но я не писал через нее код. А это на самом деле интересно, может быть. Поэтому остается нам только дождаться, что она нам выдаст. Снова остановилась, давайте снова пишем «Продолжи писать код». Снова продолжает. Давайте, пока она пишет код, но я не буду терять время, я буду копировать получаемый код сразу же в наш инструмент. Давайте ставим сюда. Здесь мы делаем отступ с новой строки. Далее мы спускаемся ниже, берем вторую часть кода. Не знаю, правильно она продолжает писать, неправильно. Вообще не представляю, что она тут вытворяет. Что мне не нравится, она вот даже строку, вот видим, у нас строка незавершенная, она нам начала писать, по-моему, с новой строки, если не ошибаюсь. Спускаемся вниз, а я сразу говорю, я в коде не шарю. То есть я почему работаю через нейросеть? Кстати, она нам продолжила, отличненько. Почему я пишу коды через нейросеть? Да потому что я просто не понимаю ничего в коде. Это мне друг-разработчик, который все это дело создает. Я же, в свою очередь, только делаю то, что он мне сказал, то, чему научил. Я вообще в коде, на самом деле, не бум-бум. Мое дело другое. Все, она нам дописала, кстати. Дописала. Я просто промпт скопировал чуть раньше, поэтому мы делаем вот таким образом. Ctrl-Z у нас идет. Вот, я единственное, что могу сравнить, const-step, так, получается вот так. Нажимаю «Проверить». Готово, бот распознан. Давайте, момент истины. Что она нам выдала? Правильно написал. Кстати, уже вижу, правильно. Почему правильно? Потому что у нас появились, во-первых, сигналы. Давайте мы назовем данного бота пока что, чтобы сравнивать в дальнейшем. Я ГПТ напишем. ГПТ, чтобы было просто понятно. Давайте лучше укажем сразу в коде название, чтобы нечаянно ничего не сбить. Вот так вот и делаем. И нажимаю «Проверить», нажимаю «Сохранить». Пока что такие результаты. То есть это результат с первой сделочки. То есть вот видим сигнал sell, с первой сделки зашло в плюс, здесь sell в плюс, здесь sell в минус. То есть дальше мы будем проверять остальные как раз-таки параметры, что вообще умеет бот. Следующим шагом переходим мы к DeepSeek. DeepSeek — это у нас вторая китайская нейросеть. Мы копируем отсюда нашу стратегию. Давайте берем прямо используемые индикаторы, логику сигнал buy, сигнал sell. Мы просто берем. Мы попросили одинаковые далее условия, то есть придумать логику стратегии. Вот она нам выдала EMA, то есть и RSI. Мы копируем данную логику, переходим в обученный чат, как раз-таки в котором мы будем уже получать готовый код. Единственное, что я этот чат пересоздал, потому что я его запорол, я сюда не то просто скопированное вставил, она начала выдавать дичь. Я просто снова обучил, ставив сюда промпт, который был у нас на инструменте, на нашем блоге. Я просто сюда его заново вставил, и все, и получил, то есть такой же ответ. Вставляем сюда задачу, отправляем
и дожидаемся написания кода. В этот момент давайте не буду терять время, мне очень любопытно, что получится у DeepSeek, что он выдаст по итогу, и очень интересно, что получится у ChatGPT. Я перешел в ГПТ, и я ей скормил заново промпт. Почему? Оказывается, у меня был здесь аккаунт платный, в котором память забилась, но вот такие нюансы всплывают прямо в момент записи ролика. Мне пришлось открыть новый аккаунт здесь создать, совершенно с бесплатным также тарифом. И сейчас я отправил промпт, и она сразу ответила, вот как раз таки дала ответ, то есть все понял, изучил и готов уже ждать от тебя дальнейших команд. До этого у меня никаких сообщений не было, это было из-за переполненной памяти, из-за того, что когда-то был платный аккаунт, сейчас я его перестал оплачивать, память забилась, и мне нейронка просто перестала отдавать какие-либо данные. Все, мы скормили ей данную инструкцию. Теперь мы ее просим создать уже как раз-таки стратегию. Отправил такой же промпт в ГПТ, как и отправлял в предыдущей нейросети. Копируем здесь сигнал buy вверх, сигнал sell, то есть логику, стратегия, логику открытия сделок. Скопировали, переходим в соседний чат изучения кода бота. Сюда просто отправляем данную логику и просто ждем, когда напишет нам код. В это время DeepSeek уже закончил, скорее всего, писать код. Смотрим полный код, дальше опускаемся ниже, смотрим, что она нам написала, что он нам написал, этот DeepSeek. Он написал сразу полностью код. Давайте нажимаю копировать. Я просто перехожу в спектр инструмент. Теперь я создаю новый бот. Давайте нажимаю кнопочку создать бота. Зададим ему новое название и назовем DeepSeek. И нажимаю кнопку «Проверить». Затем нажимаю «Создать бота». Бот распознан. Давайте нажимаем «Создать бота». Все, он появился на графике. Немножечко по-другому выглядит, в отличие от того, что сделал нам Яндекс. То есть, если Яндекс нас понял, давайте отключим Яндекс, то DeepSeek нам сделал вот такую вот стратегию. То есть, у нас даже сигналов пока что нету. Замечательно, это же хороший результат. То есть, даже плохой результат — это результат для того, чтобы сравнить нейросети. Давайте посмотрим, что нам выдал уже как раз-таки ГПТ. Что это такое? ГПТ не захотела сразу генерировать. Она нам просто говорит, что готова к работе. Пишу, давай сразу готовый код. Все, и остается нам только ждать. И перейдем к сравнению результатов каждой из нейросети. Но тем временем, кстати, ГПТ быстро начала писать, видимо, версия здесь не думающая, здесь, наверное, какая-то обычная версия, потому что ранее я пробовал на думающей версии писать, то есть, когда был платный тариф, она реально долго думала, там, минуту, 5 минут, и долго выдавала результат. Здесь же быстро выдает. Единственный нюанс, скорее всего, здесь есть какой-то лимит по данному тарифу, то есть, лимит думающей версии, или какая здесь, не знаю, версия, быстрая стоит, не быстрая. Сам факт, что она, мне кажется, может отдавать результаты сначала быстро, затем где-то начнет долго думать или еще что-то, творить. Давайте копируем код. Замечательно, все вроде дописала. Похоже, начало кода, конец кода похожий. Мы теперь нажимаем кнопку «Добавить», «Создать бота», вставляем сюда бота и нажимаем кнопку «Проверить». И вот такая вот у нас мулька вылезла, такая ерунда. Мы отправляем нейронке ошибку, и пусть она дальше думает и предпринимает решение, что можно сделать. Код снова мы получили готовый. Кстати, к слову, сколько я создавал кодов в Gemini, который я в этом ролике, конечно, не тестирую, но в платной версии ни разу таких ошибок не было, вообще ни разу. С первого раза всегда правильный код пишет. Когда я даже в платной версии GPT это все делал, она постоянно выдавала подобные ошибки. Со второй попытки готовый бот распознан, нажимаю «Создать бота» и на графике ничего я не вижу. Пока что я ничего не вижу. Это очень странно. Смотрим настройки. Вот они, минимальные настройки. То есть у нас даже параметров ничего здесь нету. То есть вообще ничего нету. Мы ее давайте переименуем. Давайте не будем переименовывать. Мы сейчас скажем, что ничего на графике не появилось. Я ей так и сказал. То есть на графике ничего нет. Ни окна с сигналами, ни экрана со статистикой. Давайте начнем с самого худшей, так скажем, на текущий момент нейросети, которая нам выдает коды, вроде бы позиционируется как самая умная и доступная для всех, но она пока что, на мой взгляд, уже ошибок допустила гораздо больше. DeepSeek тем временем у нас вообще ни сигналов не выдал тоже, но он с первого раза написал хотя бы правильный код, в том плане, что есть уже отображение какое-то, но нету сигналов. К этому вернемся. Даю просто буквально каждой нейронке по 1-2 попытки, чтобы этот ролик не затягивать, и мы будем такой живой эксперимент проводить. То есть, если сейчас будет нам запарывать ГПТ, это плохой результат на самом деле. И меня это, конечно, разочаровывает, что бесплатной версии не может справиться даже элементарно. Давайте я здесь буду просто G приписывать, то есть что это ГПТ у нас. Есть сигналы, кстати. Возможно, они, кстати, и были. Может быть, я их не заметил. Напишите в комментах, если вы еще смотрите это видео.
Видим, есть buy, есть sell, но аналитику я никакую не вижу. Давайте смотрим. Параметров нет. Этот бот не объявляет параметры. Ничего редактировать. Но как это может быть? Я же четко обучил нейросеть как раз-таки правильным кодом. Это код, который я проверял лично, тестировал, я его создавал. Мы его проверяли в разных форматах, но на платной версии. Все было отлично. Сейчас полностью отказывается что-либо делать. Просто как так? Как так? Ничего не хочет делать. Давайте проверим промпт. Может быть, это я глючу, может быть, я косячу. Вот у нас есть маркер над сигналами. Отлично. Худ статистика есть, то есть правильно обученный промпт, но ГПТ отказывается. Давайте вот так вот напишем. Даю последнюю попытку ГПТ. Смотрим, что она сделала. И переходим к Дипсику. Затем вернемся к Яндексу. Посмотрим. Там уже были сигналы, и мы посмотрим, какие сигналы выдают с догонами. Снова получили готовый код. Давайте снова скопируем. Даю последний шанс. Я очень шокирован. Вы не представляете, насколько я удивлен. Я думал, ГПТ будет лучше. Но она пока что выдает, ну вот, на мой взгляд, очень плохой результат. Сохраняю. Вижу, что да, сигналы есть, но нету окна аналитики. То есть я не могу проанализировать, я не могу протестировать стратегию. То есть ГПТ не сделала мне. Видим, худ включен, то есть экранчик включен. Но ничего нету, мне надо о каждом действии сообщать нейронке. То есть насколько в бесплатном тарифе, в бесплатной версии, она, ну назовем это так, неумная, она не сделала догона. То есть я не могу посмотреть, что с догонами, там, какие результаты дают. Только вот экспирация в барах и ничего более. А смысл тогда, то, что она пишет, вообще бесполезное. Вот на мой взгляд, это бесполезная сейчас затея. Я отключаю ГПТ, для меня это просто, ну вообще, я не знаю, минимальный балл, который возможно. Здесь я в баллах не оцениваю, но это реально ужасный результат. Сейчас давайте смотрим, что у нас покажет DeepSeek. У нас сейчас нету сигналов. Давайте мы посмотрим параметры. Возможно, какие-то параметры сильно ужаты. Нажал «Сохранить параметры». Какие параметры сделал? Смотрим. У DeepSeek уже получились результаты, причем с винрейтом 100% на всех активов. Что я здесь сделал? Я не знаю, еще не тестировал, то есть глазами не пробегал, насколько это правильно код написан. Но смотрите, я включаю DeepSeek. Включаю параметры, смотрим, у меня здесь были, оказывается, включены дополнительные фильтры, то есть фильтр тренда, там строгий EMA, вот видим, нам DeepSeek все это встроил с первого раза, то есть он не думал, не спрашивал нас, он не думал, не гадал, он просто встроил. Фильтр времени нам включил, я все вот это отключил. Далее, что я сделал? Здесь кулдаун включен, это задержка между сигналами, если у нас несколько подряд появляется, то есть даем задержку. Далее у нас я настроил здесь догонер, количество догонов 5 поставил, чтобы смотреть, сколько будет с учетом как раз-таки вот у нас первая попытка, вторая, третья, четвертая, 5, кстати, всего. За 5 догонов на 100% винрейт. Возможно, где-то допускает бот, не бот, а вообще ошибки нет. Кстати, вот здесь видим слив даже был. Давайте теперь включим догоны 6. Возможно, DeepSeek нам посчитал, что догоны плюс первая сделка 6. Нажимаю «Сохранить», смотрим результат. Хорошая проходимость, смотрите, за 5 сделок. Четко говорит покупать. Одна свеча вверх идет, закрываемся в плюс. Здесь put, продавать, то есть sell. Есть уже сигналы, то есть правильно все бот сделал. Видим, здесь был сигнальчик, вот он, сигнал на покупку. То есть уже у DeepSeek есть результат, видимый результат. Давайте перейдем сейчас к Яндексу. Я на самом деле удивлен. Я думал, что ГПТ будет лучше, DeepSeek будет средним и Яндекс будет худшим. Давайте посмотрим, что нам выдал Яндекс. Он выдал, да, плохие сейчас винры, это плохой результат, но почему? Потому что у нас не включены догоны. То есть нету параметров, все видим, где Яндекс накосячил. Но несмотря на это, Яндекс нам уже выдает сигналы. Смотрим sell, видим buy, sell, то есть винрейт 53%. Есть активы с хорошим винрейтом. Есть активы с хорошим винрейтом. На вот этом активе смотрим, у нас винрейт просто 25%. Ужасный винрейт. То есть вообще здесь можно сказать, 75% проигрышных сделок. Если же мы здесь сделаем реверсивную статистику, здесь наоборот результат, скорее всего, будет очень крутой. Можно попросить Яндекс пересобрать код. Я это сейчас сделаю и затем только продолжу записывать, чтобы у нас были все параметры, чтобы объективно хотя бы с DeepSeek попробовать сравнить. Если же с первого раза Яндекс сейчас выдаст нам правильный патч. Показываю промежуточный этап. Я попросил Яндекс, мне нужны все параметры для редактирования статистики и тестирования бота. Строго все параметры скопирую из примера, который я тебе дал, только под текущую стратегию. Мне нужна возможность менять количество догонов, дай новый код целиком, чтобы она прям сразу дала новый код целиком. Сейчас она будет снова разрывать код, я буду ее дальше просить, чтобы она выдавала полностью, и посмотрим, что из этого получается, и сравним наконец-то. Надеюсь, сравним. Если же сейчас код будет опять неверный, то DeepSeek займет
первое место в моем сердечке, и значит, что стоит с ним работать. В нем можно создавать стратегии, он может создавать стратегии, он может правильный код писать на JavaScript, не на каком-то PineScript TradingView, не для терминалов MT4 или MT5, неважно. Он может создавать в JavaScript простые коды, которые дают качественные результаты. Мне пришлось 5 раз Яндекс просить дописать код. Несмотря на это, она все-таки что-то делала. То есть, увидим, я постоянно продолжил писать код. То есть, я просил, чтобы она создавала. Давайте переходим. Проверить код. Бот распознан. Нажимаю «Сохранить изменения». Я уже назвал сразу я. То есть, что это Яндекс, чтобы понимать. Вот, она уже сразу сделала, сразу включила нам 4 догона. Отлично. Это же отличный результат на самом деле, друзья. Я не знаю, вы создавали уже ранее ботов подобных или нет. Также можете написать. Интересно мне посмотреть, кто что делал, каких ботов. Сюда переходим, смотрим параметры. Она полностью скопировала, кстати, параметры. Я эти параметры помню. Они именно так и выглядят. То есть она полностью взяла и скопировала то, что я ей дал. Количество догонов я здесь включаю теперь. Давайте 5 плюс основная сделка. Я уже вижу, что она считает. Вот он, 6 сделок, основная плюс 5 догонов. И уже показывает результаты, которые я вижу в GPT платной версии и в Gemini платной версии. То есть Яндекс даже в бесплатке, несмотря на то, что тут неправильно пишет код, то есть короткий код пишет, она все же его дописывает, хотя бы продолжает дописывать, и она реально делает то, что я ее прошу. Действительно, видим винрейт 100%, здесь 100%, и давайте теперь сравним две стратегии, у кого лучше винрейт, на самом деле, на каждом из активов. Но стратегии разные, немножко, конечно, это не объективный показатель, но просто посмотрим по доходности. GPT выбывает полностью из данного теста, из данного нашего эксперимента, включая только Яндекс и DeepSeek. Но у нас накладывается статистика. Что сделать? Сложного ничего нету, я активирую нас Яндекс, поскольку все-таки оказался умнее, он нам сразу встроил параметр отстоп карточки. Я выставил Яндексу отстоп, смотрим, давайте покажу, 120 пикселей сделал, то есть я добавил один нолик, топ 120, давайте 100 выставим, чтобы поближе было. Нажимаю сохранить, видим, у нас от Яндекса это нижняя статистика, от DeepSeek это верхняя статистика. Оба у нас считают с учетом догонов, то есть 6 сделок, 1, 2, 3, 4. Сразу, кстати, почему-то шестую считают. Смотрите, вот уже вижу, да, 1, 2, 3, 4. Где же пятая у нас? Где пятая сделка? Куда потерял? DeepSeek пятую сделку. Ну вот смотрите, все хорошо было. А, вот, я понял, почему такое происходит. Давайте я открою на весь график, чтобы было более понятно. Сделаем более увеличенный зум и смотрите, что здесь на самом деле происходит. Яндекс я, конечно, немножечко попросил написать прям строго параметры, как у нас было в оригинале. DeepSeek не просил, несмотря на это, DeepSeek с первого раза в целом написал то, что мне нужно. Видим, первая сделка заходила в плюс 19 раз, то есть с первого раза, со второго раза 14 раз, с третьего раза 5 раз, с четвертого 4, с пятого 1. Сливов было на конкретно евро-USD 0, то есть закрылось. Всегда все сделки закрывались в плюс, даже до шестого догона не доходили, поэтому здесь не отображается. А вот включим, например, аут швейцарский франк, или так, сейчас посмотрим, давайте у нас другой какой-нибудь актив. Евро ГБП включил, например, британский фунт, евро. Здесь первого раза закрыто 26 плюс, со второго раза 9, потом 6, 1 и шестого раза одна сделочка в плюс, с пятой попытки все у нас в минус было, то есть здесь поэтому у нас пропускается. В это же время, на этом же активе, Яндекс нам сделал вот такой результат, то есть у нас было 19 возвратов на данном графике, 35 раз плюс, с первого раза, со второго 21, дальше вы видите на своем экране, и 6 раз, 3 раза доходили до шестого шага. На самом деле я очень удивлен, я просто шокирован от результата Яндекса, друзья, потому что я думал, что Яндекс покажет на самом деле наихудший результат. Все-таки я скептически всегда относился к Яндексу, и я считал, что это очень слабенькая нейронка. Я считал, что слабенькая, и в написании кода я думал, что она просто провалится. На самом деле провалился бесплатная версия ГПТ, которую я создал специально под этот ролик. Я начал с предыдущего аккаунта, пришлось создать новый аккаунт совершенно пустой. И ГПТ провалило, просто провалило. Давайте я вам еще раз покажу. Нажимаю активировать ГПТ-шного бота. Он ничего не показывает, просто, я не знаю, он, может, какую-то стратегию супер жесткую выбрал, но он не смог мне нарисовать статистику, окно аналитики.
Я его могу, конечно, попросить, но у меня цель с первого раза, не заморачиваюсь, представляю, что я новичок, дал просто промпт и смотрю результат. Вот видим, в базе сигнал хороший, конечно, в сел хороший, на 1 минуточку было. Здесь, ну, с какой попытки? У нас 4-й попытки был бы плюс, но в целом сигналов мало, статистику не отрисовал. Это просто провальный результат. DeepSeek включаю. DeepSeek хороший результат показал. Хороший винрейт. Допустим, EURUSD 100% винрейт. Один был возврат и максимум до 5-го догона доходили. То есть, по сути, можно спокойно уже пробовать торговать как раз-таки на реальном рынке под этого бота, то есть этим ботом. То есть вот она статистика. Я вам прокручиваю. Вы можете посмотреть реальные крутые результаты увидеть. Переключаю другой актив. АУ, швейцарский франк. Смотрите результаты. Не знаю, они вас устраивают, не устраивают. Напишите также в комментариях, если вы еще смотрите в этот момент ролик, и скажите, что вы думаете. Но я, честно, шокирован. DeepSeek, китайская нейросеть, и российская наша нейросеть показывают лучшие результаты. Как такое возможно? Я не понимаю. И ГПТ на бесплатном тарифе просто сломалась. Вот вам. Для сравнения, давайте я лучше сразу 2 буду активировать. DeepSeek и Яндекс. Яндекс, вот он, тоже 100% винрейт, больше возвратов было, потому что здесь и сигналов больше. Вы посмотрите, здесь в плюс 81 сделка, возвратов 16. То есть суммарно у нас почти 100 сделок за 1000 свечей. То есть у нас 1000, наверное, здесь стоит, да, 1000 свечей. В то же время у DeepSeek было 50 сделок, то есть в 2 раза меньше. И вы посмотрите, даже Яндекс, несмотря на количество сделок, достаточно хороший результат. Опять же, если подходить с головой, то это уже можно использовать для работы, это можно использовать для торговли. Видим, трендовые стратегии на разворот четко показывают свой результат, да, где-то есть минусы. Опять же, можно включить трендовый фильтр, то есть дополнительно прописать в код, чтобы был фильтр по тренду, чтобы не было вот этой солянки и сигналов против тренда по скользящей средней. И здесь будут все сигналы плюсовые. Здесь винрейт еще будет, точнее винрейт будет такой же, но качество сделок будет выше, их будет меньше, и они будут качественнее. На этом считаю, что можно ролик завершить. Вы можете посмотреть сейчас, вот переключаю активы, вы можете посмотреть результаты на своих экранах и просто написать, что вы думаете об этом? Вы удивлены, как я, или нет? Или же вы уже знали, что Яндекс реально умнее, чем ГПТ 5-й версии или там 4-й версия? Но Яндекс умнее, несмотря на это. Вот она статистика, реально, все, что мы видим. DeepSeek, здесь проходимость был 1 минус, здесь тоже 1 минус, то есть по сливу это считается. Винрейт 97, здесь 99, но здесь и сделок больше. У Яндекса сделок по его стратегии больше. У DeepSeek стратегия сделок меньше. Но проходимость, по сути, плюс-минус такая же. Вот здесь вот проходимость лучше. Опять не дошли до 6-го минуса. ГБП, кат. А Яндекс все-таки здесь похуже. Делайте свои выводы. Надеюсь, вам это видео понравилось. Такой долгий эксперимент. Обязательно лайк под видео, подписка на канал. Напишите, что еще хотели бы видеть в ролике. Какие нейросети проверить, проэкспериментировать на бесплатных тарифах или же на платных. Будем пробовать. Зарабатываем много денег. Все ссылочки находятся в описании под видео. Пока-пока.